Итак, друзья, мы с Киром в Ростове. В Ростове-на-Дону. Как тебе в Ростове, Кир? В Ростове потрясающе тепло. А значит, будет ролик из Ростова. За баней насрано, все нормально, мы в Ростове. Все фонари смотрят в ту сторону, а один фонарь смотрит в другую сторону. Народ действительно соревнуется, кто сделает точнее балкон. Это забор-калитка. Плитка иди. Так, Кир, что это за Это сука, пи***ц. Они в сторону воды вывели задний фасад. Это феноменальный пи***ц. Красивый исторический город. А вы снимаете тряпки, но это же неинтересно. Ростов-на-Дону входит в десятку крупнейших городов России. Часто называется столицей юга страны и многим знаменит купцами, раками, местным говорком, а еще любовью к футболу. Ростов был среди городов, которые принимали матчи чемпионата мира 2018 года. Специально к турниру в городе построили новый стадион Ростов-Арена, который обошелся примерно в 20 миллиардов рублей. Стадион и после чемпионата мира собирает в среднем более 20 тысяч зрителей на каждом матче. Здесь играет местная команда ФК Ростов. И в общем к самой арене у меня претензий нет, а вот ее окружение совсем другое дело. Мы сейчас приехали на левый берег Дона, где построили стадион к чемпионату мира по футболу. Ростов прославился тем, что он был третьим городом по тратам на подготовку к чемпионату. Они потратили 100 миллиардов рублей. Больше только Москва и Питер, а все остальные города значительно меньше. Москва она потратила около 200, Питер, по-моему, 130. То есть я не знаю, где они нашли это бабло, но тем не менее они построили абсолютно новый стадион. Раньше здесь не было ничего, кроме диких барсуков. Теперь здесь стоит потрясающий огромный стадион, по-моему, на 45 тысяч зрителей, и радует глаз ростовчан. Единственная проблема, ростовчан здесь как-то не очень много. Сам стадион, кстати, по дизайну неплохой. У них был такой классный медиафасад, на который они выводили различную анимацию. Не знаю, работает ли он сейчас или нет. Пока из того, что здесь видно, немножко грустно. И грустно от того, что вбухали кучу денег. Здесь мы видим там какое-то благоустройство, деревья, елочки, газончики. Да, то есть кажется, все не так плохо. Но опять не подумали, как эта территория будет использоваться, когда нету матчей, когда нет никаких событий. Вот сейчас воскресенье, и здесь не происходит вообще ничего. Вот стоит единственная машина, по-моему, это охранник приехал просто. Нет ни одного человека, ничего здесь не происходит, люди сюда не идут, и как привлечь сюда людей, никто не подумал. В чем проблема? В том, что обслуживать и ухаживать за всем этим дорого. Когда мы делаем стадион в городе, нужно обязательно продумывать, что с этой территорией будет происходить, когда нет матчей, чтобы она не пустовала. В Ростове не получилось. Ну вот что радует, это, конечно же, качество работ. Здесь мы можем похвалить ростовских строителей, потому что они классно за эти 100 миллиардов рублей уложили плиточку. Вон, смотрите, ни единого косячка. Плитка ровная, идея. Так, Кир, что это за пи***ц? Только я собрался хвалить легендарных ростовских строителей, которые ровно уложили плитку, а здесь произошел полный провал. Подожди, стоп, там еще провал. Смотри, мы идем туда, и провалы симметричны. То есть, возможно, это какие-то хитрые провалы, и что-то они пытались нам сказать. Подожди, раз, два. Вполне возможно, друзья, что они что-то здесь зарыли. Подожди, может быть, там клад? Желуди, крышка, окурки. В общем, какая-то хуйня. А если внимательно посмотреть на их плитку, то видно, что вся плитка, ну не вся, но вот прямо, я не знаю, вот мы здесь так пока идем, и она вся треснута, видите? Она вся шатается, она вся треснута, и вполне возможно, что Ростову придется потратить еще несколько миллиардов на то, чтобы плитку привести в порядок. Что-то пошло не так. А здесь еще, друзья, помимо всего прочего, видны следы от машин, потому что некоторые водители в Ростове получают права в обход теста на IQ.
И здесь действительно выдают права, водительское удостоверение людям, у кого в голове хлебушек. Поэтому они используют машину не по назначению. Зачем нужен этот широченный проспект, больше похожий на взлетно-посадочную полосу? То есть, смотрите, я не знаю, у него ширина метров 30, наверное, может быть, больше. То есть, зачем все это нужно, совершенно не ясно. При том, что он здесь не один, здесь раз, два, три, четыре, пять вот этих вот проходов, которые просто из ниоткуда идут к стадиону. Вот там гостиница, которую, видимо, должны были достроить к чемпионату, достроили только сейчас. Великая ростовская пустота. Ну, то есть, действительно, очень странные люди здесь занимались благоустройством, потому что забор где не надо, забор вокруг ямы. Непонятно, зачем здесь понаставили столько заборов, а забор где надо, ну, не забор, какие-то преграды, чтобы, например, сюда не заезжали машины, они нормально сделать так и не догадались. Кинули вот эти вот бетонные полусферы, которые легко местные ростовские водители сдвигают. Видите, вся плиточка уже испорчена. Кошмар. А сейчас мы узнаем, что в голове у людей, которые гоняют здесь на машинах. Привет, Паш. Зачем ты это делаешь? Да, я не гоняю. Друзья, видел ваши комменты под предыдущим видео. Рад, что вам так заходят обзоры на блюда нашей новой кухни Signature Kitchen. А кто не понимает, о чем я, бегом смотреть все прошлые видео за месяц. Лучше сразу, можно за год все пересмотреть. Только этот ролик. Важно досмотреть этот ролик. И сейчас коротко все объясню. Мы с партнерами по Варламов есть запускаем Signature Kitchen. Это новое направление, в котором мы познакомим вас с любимыми блюдами ведущих шеф-поваров, фудблогеров и журналистов. В меню Signature Kitchen мы включили хит этого года от Руслана Мамиева. Нашего Руслана, бренд-шефа Варламов есть с самого основания. Руслан, кстати, закончил Le Cordon Bleu в Париже. Привет! Все, наверное, уже догадались, что это щечки. Я просто их обожаю. Это очень вкусное блюдо, которое из раза в раз получается одинаково хорошо. Я составил свой рецепт после того, как перепробовал много вариаций на тему щек в ресторанах страны басков. Мы полностью зачищаем щечки и оставляем только вкуснейшее мясо, а потом готовим их в су-виде 11,5 часов со специальным соусом. Соус также варим сами из овощей и говяжьих костей. Соус варится сутки после того, как кости провели пару часов в духовке. Поэтому щечки получаются такими нежными, мягкими и насыщенными. Да что я вам рассказываю? Сами попробуйте. Это лучший обед или ужин. Но можете и на завтрак заказать. Щечек хватит на всех. Чтобы узнать, какие блюда разработали для Signature Kitchen другие гости, следите за моими роликами. А самые нетерпеливые могут уже сейчас заказывать любое блюдо из меню. Ищите нас в приложениях Яндекс.Еда или Delivery Club. Сейчас мы работаем во многих районах Москвы. Заказывайте, пробуйте и обязательно делитесь впечатлениями. Жду ваши отзывы в своем инстаграме. Кстати, Ростов-Арена попала в скандальную историю сразу после чемпионата мира. Управляющая компания решила провести на ней концерт рэпера Басты, ростовчанина, очень популярного в своем городе. Это возмутило футбольный клуб Ростов. В команде были уверены, что фанаты Баста попортят газон и играть в футбол на нем будет невозможно. Ростов в соцсетях пригрозил отказаться от стадиона после концерта. В ответ Баста обвинил команду в лукавстве и личной неприязни. В итоге и концерт состоялся, и команда никуда не уехала. Помимо стадиона, в построенной к чемпионату мира зоне был создан парк Левобережный. По официальным данным, его строительство обошлось в 677 миллионов рублей. По традиции, значительная часть денег ушла на заборы. Ну, здесь есть особые решения. Если вам нужно прямо потратить неприлично много денег, можно делать забор для забора. Один заборчик защищает другой. Это заборчик папа, а это заборчик сын. У него еще все впереди, они здесь вот стоят вместе, чтобы им было просто не скучно. Ну, во-вторых, можно просто херово делать дороги. Смотри, видишь, у них идет желоб для воды, потом он прерывается, потом всякие лужи, нету перехода и всякий прочий пи***. Тогда дорога будет быстро приходить в негодность, и можно будет перекладывать асфальт хоть каждый год. А что может быть лучше для мэра города, как не перекладка каждый год асфальта? Сейчас мы пойдем посмотрим еще другие инновационные решения.
И вот мы добрались до парка Левобережный. И когда его открывали, и мэр, и губернатор много говорили о том, что это станет новая визитная карточка Ростова. Посмотрим, что с этим парком стало за 2 года. Но когда я был в 2018 году, парк меня совсем не порадовал, потому что больше всего он походил на такие советские обычные парки с таким легким налетом 90-х в виде пивных, каких-то зонтиков рекламных, с каких-то бессмысленных дорожек. В общем, просто кладезь глупости, некомпетентности и очень сомнительных решений. Посмотрим, что стало с ним за 2 года, но точно можно сказать, что жемчужиной и визитной карточкой Ростова он не стал. Ну и, кстати, сразу видно, смотри, ты знаешь, что это такое, Кир? Это они сделали такие велодорожки. Вот. Они их почему-то сделали из такого вот мягкого этого прорезиненного покрытия. Обычно там детские площадки таким делают, они сделали велодорожку. Ну и, конечно, везде бордюры, проезды. И раньше здесь не было забора, и за этим забором они высадили саженцы, которые забыли полить. Они их не поливали, в итоге у них все засохло. Теперь здесь поставили и здесь забор, видимо, чтобы я не увидел эти засохшие саженцы. И судя по тому, что там какая-то установка для забивания свай стоит, они решили забить на это благоустройство. Кстати, очень прикольно, потому что у меня есть такое чувство, что они поставили эти синие заборы, чтобы никто не узнал, что у них погибли все саженцы. То есть они деньги, видимо, там на каком-то или поливе, или еще чем-то. У них все это засохло, все это проебалось, и они поставили синий забор, типа будет незаметно. Ну вот. Теперь здесь все выглядит просто дико странно. Это новая визитная карточка, как нам обещал мэр. Так вот красиво здесь. Видите? Очень красиво. Только непонятно, что здесь происходит. Мы сейчас спросим, вот какие-то рабочие, они наверняка знают. Зачем забор стоит здесь? А вы зачем спрашиваете? А интересно. Не каждый день увидишь такой забор. Не, ну тут вот, например, стройка начинается. А что строят? Ну, здесь будут американские горки. И аттракционы. плюс, ледовый каток вроде, что-то такое. Ледовый каток и будет аквапарк. Понятно. А тут это еще непонятно. А я думал... Здесь будут американские горки. Все, я понял. Я думал, там деревья были, они их и чтобы никто не узнал, забор поставили. не-не-не. Все, я понял. Деревья на месте. Да. Все тут посчитаны, в Всё. администрацию зайдите. Нет, ну что, зачем на администрацию? Михайлович сидит, у них все деревья посчитаны, ага, все переписаны. У меня, кстати, есть такое вот подозрение, что фонари они поставили не той стороной. Они вот этот лючок технический, инвентаризационный номер этого фонаря должен быть с другой стороны, чтобы его не было видно. Они почему-то все фонари поставили неправильно. Но зато фонари золотые, что не может, конечно, не радовать. Не вписывается он сюда. Здесь не вписывается вообще ничего. Ты кафе, отель, башня. То есть ты считаешь, а все остальное себя вписывается. Например, вот эти вот лавки вписываются, да? Вот эти вот потрясающие конструкции. Это как бы новизна какая-то, да? Ну, это да, это такая новизна. То есть сложно представить лавку более удивительного дизайна, чем это. Ну вот они нашли. Вот остатки пляжа. Раньше тут везде были пляжи. Вот. Сделали парк. Про этот парк я уже говорил 2 года назад, когда впервые его увидел. Конечно, здесь ничего не поменялось. Как был он бестолковым, так и остался. В принципе, как все, что делается по программе «Комфортная городская среда», вот когда слышите это слово, можно понимать, что ни одно хорошее дело в России не делается по этой программе. Все это благоустройство, оно максимально колхозное. Делают обычно люди, я имею в виду проектировщиков, которые совершенно не понимают, что такое хорошие современные общественные пространства, которые ничего в своей жизни слаще морковки не видели и всю жизнь проектировали какие-то мемориальные комплексы в 70-х, 80-х годах. Они сейчас сидят в каких-то старых этих советских недобитых проектных институтов. Они никому не нужны. Ну вот единственное, за счет чего они живут, это то, что какой-нибудь Ростов или другой город, какие-то муниципалитеты размещают там заказы им на благоустройство, на проектирование. Ни хрена они сделать не могут, и парк Левобережный хорошее тому подтверждение. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что они просто взяли, все залили вот такой вот плиточкой, то есть видите, здесь какая-то гигантская просто эта плиточная площадь. Поставили какие-то убогие гранитные лавочки, судя по всему, сделанные, не удивлюсь, по уникальному
глобальному проекту. Почему? Ну, мы же помним, да, стояла задача 100 миллиардов потратить, а если покупать готовые красивые лавочки, 100 миллиардов ты не потратишь, поэтому нужно было придумать какие-то уникальные конструкции. Ну и отличная иллюстрация то, насколько все бестолково сделано. Мы сейчас находимся как бы на набережной. Дон, красота, песчаные пляжи, и вполне логично, что нам как-то захочется какой-то контакт с водой, может быть, подойти к воде или еще что-то сделать. Но сделать это не так просто, потому что вдоль всей набережной эти долбоклюи построили такой парапетик гранитный, ну, естественно, должно быть дорого, с какой-то еще вот оградкой. Мы отсюда можем только вот так вот смотреть, что там происходит. Нахрена было вообще все это дело громоздить? Почему не сделать просто открытый выход к воде, какие-нибудь там, не знаю, лестницы, пандусы, какие-то мостики или еще что-то, поиграться здесь как-то интересно с рельефом. Нахрена вот эту вот гранитную бандуру здесь сделали, вот на всем протяжении остается загадкой. Ну, потому что что? Руки из жопы растут, вот и делают всякую херню. То есть, видите, если мы здесь гуляем и хотим подойти к воде, нам нужно куда-то идти, вот, видимо, идти до пляжа. И только потом мы сможем выйти к воде. То есть, как это можно было сделать? Извини, нету ни одного прокола, в смысле прохода. Не, ну да, то есть где-то у них там что-то не дошло. Нет, смысле, нет, то есть ты не можешь выйти к воде. Вот мы идем, и мы вынуждены как все это дело обходить зачем-то. Нахрена у них здесь столько всяких этих заборов? Зачем вот это здесь все? Что происходит? Да, и вот единственный выход на пляж. То есть нам предлагается это все обойти. Мы подходим, судя по всему, к самому популярному и рейтинговому месту этой набережной, потому что здесь, видите, просто россыпь этих потрясающих лавочек. Гигантское поле, устланное плиткой и лавочкой. Особенно, кстати, удачное решение, вот этот вот незакрытый желоб для воды. Представляю, как радуются дети на самокатах, люди, которые немножко не смотрят под ноги. Очень оригинально, интересно, что может привлечь здесь человека. У нас тут есть пеньки. Здесь были деревья. Деревья они спилили, я не знаю по какой причине. Ну, допустим, они нашли причину, чтобы спилить деревья. И один из пеньков они украсили двумя невероятной красоты аистами. Вот тут два таких милых аиста смотрят на весь этот... Здесь у нас какая-то уникальная просто конструкция. Там за забором прячется какая-то невиданная хрень. Что там случилось? Хер его знает. Мне кажется, сказать заготовка под аттракцион. То есть, видишь, тут выведено электричество, это, видимо, какой-то стенд. Может, это какой-то фонтан или, я не знаю, какие-то коммуникации? Он консервирован не хуже, чем реактор в Чернобыле. В общем, что-то, какая-то конструкция. И, видишь, они поставили катки с розами, и, по идее, вот розы должны были так вот накрыть эти лавочки, но пока что-то не накрыли. Смотри, еще один пенек. Слушай, потрясающе, смотри, они срубили все деревья. Смотри, как это удивительно. Они спилили все деревья по какой-то причине, оставили одни пни. И вокруг пней они постоянно пропалывают вот землю. Видите, здесь какой-то идет вот уход. То есть вместо того, чтобы просто его убрать, выкорчевать и посадить все новое дерево, они занимаются каким-то дрочевым вокруг. Ну ладно, они оставили эти пни. Кто-то сходил в магазин «Все для сада, огорода» и купил садовых гномов, вот эти садовые скульптурки. Здесь вот, например, такой старичок-гриб с мышкой на шляпке. Очень мило. Так, а что это за здание? О, это администрация парка. Вот так. Вопросы относительно того, почему парки такой снимаются. Видно уже прямо по оформлению здания администрации, видно, что ничего хорошего здесь не будет. Еще мы нашли, кто спонсор всего этого пи***ца, куда ушли деньги. Они ушли к садовому центру «Южная столица». Вот, потому что на катках тут висят уже рекламные баннеры. И все настолько бестолково и странно. Удивительно. Зачем им эти пни? У меня есть еще вопрос. Еще есть вопрос. Слушай, может, мы что-нибудь разыграем среди подписчиков? Друзья, обратите внимание, что эти долбоклюи, они не смогли даже ровно поставить фонари. То есть фонари так они все немножко смещены, и почему-то все фонари смотрят в ту сторону, хотя вообще не понятно, что они здесь освещают, ну ладно. А один фонарь смотрит в другую сторону. Скажите, это какой-то хитрый замысел или что? Значит, категорически запрещается посещение пляжа после 8 вечера. Категорически. Недопустимо. Ну, вот как выглядит у нас здание администрации. Забани насрано. Все нормально. Мы в Ростове. То есть администрация просто решила мусор, какие-то непонятные кривые заборы, строительный мусор и тачки просто как где-то в деревне сваливать у себя за зданием. Какой нет, с такой администрацией, конечно, никогда ничего не будет. А что это такое? Это мусорный контейнер или что? Судя по дизайну, мы знаем, что здесь так делают мусорные контейнеры. А, нет, это раздевалки. Да, раздевалки мало отличаются от мусорных контейнеров. Да,
удивительное место. Главное, это побольше заборов. Там один забор у дороги, а потом этот прозрачный щит тоже от дороги. Потом еще один забор. Да, это вот так вот красиво выглядит вход. Вход в этот потрясающий парк. Ну, ладно. Мы обычно проверяем туалеты, потому что уж что-что, а когда тратишь 100 миллиардов, нормальный туалет можно сделать. Давайте посмотрим, как выглядит туалет. Я вижу, дверь приоткрыта, то есть нас туда пустят, наверное. Угу. Какие-то кирпичики стоят. В связи с случаями вандализма и хищения режим работы туалета, он сокращен. Туалет бесплатный. Ну да, все красиво. Да, единственная проблема туалета, что здесь нету туалетной бумаги. Это немножко грустно. Видимо, участившиеся случаи вандализма. Когда тебе кажется, что проектировщики уже ничем тебя не удивят, они продолжают удивлять. Я не знаю, где эти люди учились, но настолько как-то безграмотно вообще делать, работать с рельефом. Тут они сделали эти корты. Им нужно было вывести отметку, она не выводилась, был есть перепад сантиметров 20, не нашли ничего лучше, им сделались какие-то бордюры, какие-то ступени. Настолько беспомощные, импотенты проектировщики, что надо поискать. Грустно на все это смотреть. Тут у нас есть еще одно смелое решение. Я не знаю зачем. Наверное, это вот такое деревце. Здесь какое-то деревце. Может быть, они пытались как-то его... Возможно, тот строительный мусор им помешал. Им было лень убирать вот эти вот бетонные хрени. И они решили делать такой загончик. Не знаю. Это еще одна загадка этого парка. Поговорим вообще о зонировании, о том, как должен выглядеть хороший парк, хорошая набережная и что здесь могло бы появиться. Поскольку меня будут, наверное, смотреть ростовчане, многие будут смотреть первый раз, у них, конечно, будет дико бомбить. Я уверен, многим ростовчанам это кажется просто вершина благоустройства и набережно-паркового искусства. Давайте перенесемся в далекий Нью-Йорк. И в Нью-Йорке есть, наверное, одна из лучших набережных. Я ее показывал. Это Бруклин-Бридж-парк. Это набережная вдоль Ист-Ривер в Бруклине, которую они сделали как раз в районе Бруклинского моста. Очень удобно. Раньше там была такая промзона, там были пирсы какие-то, непонятные склады. Теперь они там сделали классную набережную, и она интересна как раз зонированием, потому что каждая зона, которая там сделана, она сделана прямо идеально. Можно вот брать пример, как это делать. То есть, к примеру, конечно же, у нас на набережной должна быть какая-то зона спортивная, где люди могут заниматься. Что сделали в Ростове? В Ростове просто взяли, купили десяток тренажеров, знаете, как в компьютерной игре. Так, требуются ваши жители недостаточно спортивные, разместите тренажеры. Ну и берут такую площадь, херак и тренажеры. Вот, собственно, что они здесь сделали. Посмотрите, что сделали в Нью-Йорке. В Нью-Йорке у нас есть, помимо тренажеров, кучу всего еще. В Нью-Йорке они подумали, что неплохо бы сделать крышу или сделать какой-то навес, чтобы можно было заниматься во время дождя или какой-то непогоды, или во время той же самой жары, чтобы в тебя солнце не палило. Здесь вообще ни о чем не подумали, но уже не говоря о том, что вот эти тренажеры такие максимально убогие. Там бабушка может как-то размять свои кости во дворе чуть-чуть, но уж это точно не та зона, которая подойдет людям и которая может быть здесь на пляже. Ну и поскольку это Ростов и нужно как-то зарабатывать, то самые сладкие места здесь, естественно, отдали каким-то шашлычным непонятным и решили построить аттракционы. Аттракционы, чтобы как-то можно было зарабатывать здесь баблишко. Так что скоро здесь будет совсем весело. Да, здесь остался пляж. Пляж сейчас не работает. Сложно оценить, насколько он комфортный или удобный. Раздевалки, опоры для сеток, для пляжного волейбола. Чего так с виду не хватает. Не знаю, если здесь, например, камера хранения. И вообще у нас почему-то на наших пляжах не принято делать камеры хранения. Хотя, казалось бы, это очень важная вещь. Потому что если ты пришел, например, на пляж один, без друзей, хочешь там пойти окунуться или просто полежать, позагорать, ты всегда переживаешь, что кто-то тебе пи***т твою вещь, там, твой телефон, твой рюкзак. Я не знаю, есть ли здесь камера хранения, но я очень сомневаюсь. Если нет, надеюсь, власти Ростова меня смотрят и обязательно сделают. Очень полезная вещь для пляжа. Да, тут есть табличка «Купаться запрещено». А, да? Потрясающе. Ну, правильно. Зачем купаться? Паш, ты купался летом здесь? Не. Грязно, да? Ну, конечно. Да. Вот местные жители говорят, что грязно. Я хочу, раз мы с вами приводим какие-то положительные примеры того, что может быть, можно перенестись, например, в Хельсинки, где тоже в центре города грязно и тоже нельзя купаться. Но что они сделали? Они сделали бассейн.
маленькие засранцы. На пляжах прямо на воде делают бассейн там с чистой водой, где можно безопасно купаться. При этом часто они даже бывают подогреваемые. Например, в центре Хельсинки вообще подогреваемые бассейны, там купаются круглый год. Мне кажется, если у Ростова было 100 миллиардов рублей на подготовку к чемпионату, то можно было взять из них немножечко и сделать классные бассейны, чтобы все-таки люди могли безопасно купаться в чистой водичке. Ростов-на-Дону город очень богатый, и речь сейчас даже не про деньги. Просто это один из немногих российских городов, где словосочетание «историческая среда» все еще уместно использовать. В центре сохранилось немалое количество исторических зданий, причем как дореволюционных, так и советских. Проблема в том, что городом управляют люди, для которых историческая среда — это пустой звук, что-то абстрактное и точно не сильно интересное. Поэтому уже каждый год Ростов-на-Дону переживает настоящий евроремонтный погром. Иногда смотришь, друзья, и возникают вопросы к теории Дарвина. Вот скажите, пожалуйста, как человек, который прошел этот сложный путь эволюции, в итоге, можно сказать, добравшись до вершины этой эволюции, строит такое говно в Ростове? Называет это Афродита. Что это за пи***ц? То есть город, где такая вот прекрасная архитектура, прекрасные улицы. Вообще все замечательно, ничто не предвещало беды. Но тут на проспекте Чехова кто-то приходит и строит вот этот вот жилой комплекс или офисный комплекс Афродита. Каким же нужно быть долб***м, чтобы так не любить Ростов? Просто кошмар. Здесь такой дворик. Офигеть. Прям как Одесса. Одесса вообще. Одесса. Афродита просто оскорбляет, да, своим видом вот эти прекрасные дома. Афродита оскорбляет вообще все. Не только эти дома. Три орешка. Все-таки такие заведения в последнее время в Ростове много открылось. Знаешь, люди полетели в космос, укротили реки, научились даже вырабатывать электроэнергию из солнца. И тут кто-то приходит и говорит, почему бы все наши знания, таланты, все, что у нас есть, не пустить на то, чтобы построить офисный центр Афродита. Привет, собака. Скажи, пожалуйста, собака, какого пес? Зачем они построили здесь эту Афродиту? Для многих исторических зданий в Ростове главной угрозой является не столько время, сколько ремонт в исполнении варваров. Был у вас, допустим, модерновый особняк, а через месяц бац, и он уже закован в керамогранит или профлист, исторические двери вырваны с мясом и заменены глухой китайской железкой, а окна из круглых и деревянных вдруг стали квадратными и пластиковыми. Это так скользкенько. Когда идешь по Ростову, загадок становится все больше. Да, еще одна особенность Ростова – это то, что народ соревнуется, кто сделает балкон. Возможно, здесь даже есть какой-то городской конкурс на этот счет. Где-нибудь в конце месяца они отправляют в мэрию свои фотографии, и автор самого уебанного балкона на историческом здании получает какой-нибудь приз. Там, я не знаю, что это такое. Не, ну да, они... Непонятно вообще. Тут никто не поймет. Я даже не представляю, что здесь был за дом вообще раньше, и что они здесь поднастроили. Да, вот здесь вот сделали в Ростове реконструкцию, и на исторических зданиях все балконы просто зашили профлистом. Видимо, делала та же компания, которая делала домики для мусорных контейнеров. Потому что подход такой же. Как можно вообще на историческое здание обшить балконы этим вот профлистом? Сделать такое убожество я не представляю. Меня вот не оставляет ощущение, что все эти заборы, они кверх ногами. Вообще, конечно, они, с одной стороны, они делают здесь легальную платную парковку, то есть, по идее, человек должен здесь припарковаться, но уйти с парковки на тротуар он не может, потому что эти дегенераты поставили здесь забор. Зачем это делается, непонятно. Видимо, у Ростова есть много денег, надо их куда-то тратить, и они тратят их на заборы. Вот здесь какая-то волшебная секция. Это забор-калитка. Его можно открыть. Видишь, смотри, оп. Вот так вот. Ростовское ноу-хау. Жизнь кидает нам загадки. Например, здесь 3 разные урны. Одна красная, другая деревянненькая, третья зеленая.
Или зачем они красят деревья? То есть это даже не побелка, это такая краска масляная, которая, видите, уже даже облупается в каких-то местах. Зачем? Зачем этот вопрос будоражит наши умы в это воскресное утро? Слушай, не смотри, они же реально просто обычной краской красят, как подъезд. Сумасшедшие люди. Да, это мой любимый подземный переход в самом центре Ростова, улица Садовая. И через нее так просто не перейти. То есть там где-то переход есть, вот с ним быстрее. Кир только что опоздал. Человек вот так вот грустно переходил эту дорогу, потому что перехода здесь нет. Хотя проектировщики наверняка думают, что раз они сделали подземный переход, это будет безопасно, все будут теперь переходить правильно. Здесь автобусные остановки, и люди, когда видят, что машин нет, они просто перебегают дорогу. В итоге становится город не просто неудобным, а еще и более опасным, потому что водители не ожидают увидеть пешеход, ну и все остальные эти минусы. Это огромная глупость, я не понимаю, почему до сих пор не исправили. Здесь нет совершенно никакой проблемы сделать нормальные наземные безопасные переходы с островками безопасности. На эту улицу есть светофоры, есть там другие переходы. То есть зачем они сделали эти подземные переходы, совершенно не ясно. Ну и вообще улица слишком шумная. Хотелось бы ее немножечко сделать поспокойнее, потише. Она вот чем-то напоминает Тверскую, где тоже нету наземных переходов, где шумно, где постоянно едет много машин. Хотя одна из центральных улиц, где могло быть приятно гулять. Вот, ее реконструировали недавно, пару лет назад, сделали новое мощение, высадили деревья, которые пока еще не успели вырасти, сделали какие-то кусты, она стала, конечно, поприятнее, раньше она была хуже, но все равно еще много надо сделать. Вот, а начать улучшение этой улицы нужно, конечно же, с того, что закопать эти подземные переходы и сделать нормальные зебры. Тут мы стоим, несколько минут снимаем, и уже несколько человек просто перебежало дорогу. Вот, если здесь постоять подольше, уверен, нарушений мы снимем еще больше. И о чем это говорит? Это говорит о том, что ужасно неудобное и опасное место прямо здесь. Поскольку, друзья, до сих пор руководство Почты России не придумали мотивацию, чтобы они работали, они не работают. Вот, например, отделение почты. Я не говорю о том, что у них как-то погрустнела вывеска, смысла нет. Я зашел, чтобы купить марки, мне сказали, сегодня марок нет. Я очень удивился, говорю, это же почта, как у вас нет марок? Они говорят, есть тушенка, есть макароны, прокладки. Марок нет, это же почта, но мне предложили хитрую схему. Говорят, вы оставьте у нас открытки, а потом начальница придет, мы наклеим и ваши открытки отправим. Оставьте открытки и деньги. Я как-то побоялся этим людям что-то оставлять, но вообще удивительно, что на Почте России нету марок. Ростов-на-Дону, как это неудивительно, стоит на Дону. Собственно, именно река стала причиной того, что в 1749 году императрица Елизавета Петровна решила строить здесь город. Вот только современные ростовские градостроители Дон совсем не ценят, застраивая его берега чем попало. Вот если здесь посмотреть по сторонам, какие-то трубы, там железная дорога, здесь повсюду какие-то цветочные базы, магазинчики, еще что-то, парковка, грязь, кошмар, ужас и какой-то гигантский дом. Кажется, что мы где-то на окраине города, это вообще промзона, но нет. Это практически центр Ростова, и мы на набережной реки Дон. Казалось бы, прекрасное место, где нужно гулять, наслаждаться красотой Дона. Но в Ростове, как это часто бывает, самые красивые места отдают под застройку. Они лепят гигантские жилые комплексы, дома, все вот эти вот многоэтажки. Это место не стало исключением. Вот. Говорят, что это чуть ли не самое большое у нас в Ростове здание. Ну, здесь видно, да, что практически вот все вот эти вот дома, это все новостройки, они разной степени уютности. В основном это такие ничем не примечательные дома, обшитые вент-фасадами. И вот сейчас мы все-таки проходим к набережной. То есть они просто действительно они взяли и все застроили. Вот качество строительства, видите, можно оценить. Все эти убогие вент-фасады, они быстро приходят в негодность, все это разрушается. Вот, потому что цель всех этих строек, она одна. Это срубить бабло, быстренько толкнуть вот все эти квартирки и куда-нибудь... А то, что они изуродовали, изнасиловали город, это никого не волнует. Блин, какой кошмар. Просто воткнули какую-то нереальную махину. Вот, это так вот выглядит теперь здесь набережная. Можно наслаждаться красотой. Слушай, смотри, просто какие-то оставили проход вообще несколько метров. Я не знаю, насколько вообще законно так близко к воде строить здание. Что самый друзья, они в сторону воды вывели задний фасад. То есть тут первые, наверное, метров
30. Вот здесь гигантский этот стилобат, в котором расположен торговый центр. Здесь подъезды для технических машин, здесь какая-то вентиляция, здесь выходят сотрудники покурить. То есть они самое ценное место они отдали под технический фасад. У них задний двор выходит на реку. Это феноменальный пи***. У меня нет слов, я такой давно не видел. Они мало того, что построили эту махину, я не уверен, что они построили это законно. Можно ли было вообще у воды это строить? Нет. Но в любом случае это преступление против Ростова. Гигантский такой дом здесь лепить. Они сделали задний фасад, технический фасад, который выходит просто на воду. Вместо того, чтобы сделать здесь какое-то, не знаю, классное благоустройство, спуск к воде, там пляж, что угодно. Это самое ценное, что есть. Просто. Кир, ты видел где-нибудь такое? Здесь вот такой вот есть, остался еще небольшой клочок набережной, которую они не оттяпали. Да, друзья, это просто... У меня, честно, нет слов. Я давно такое не видел, я не представляю, как это можно сделать. Вот здесь остался какой-то небольшой клочок набережной. Потому что здесь дальше уже не пройти там парковки, еще что-то. И берег, вот насколько можно застроить, настолько они его застроили. Насколько можно сгадить, настолько они его изгадили. Берут просто какие-то вот клочки земли и как-то, не знаю, там согласовывают, лепят, все остальное. Непонятно, как это с точки зрения закона, но с точки зрения морали, этики, уважения к городу, здравого смысла, это просто преступление. Потому что лепить такое на берегу нельзя. Я не знаю, кто это согласовал. Эти люди, конечно, должны пойти под суд. И у нас есть проблема, что люди, принимающие вот такие решения, они не несут за это никакой ответственности. То есть чиновники, которые выдают разрешения, вот эти вот все там купленные суды, там главные архитекторы и все остальное, они практически никогда не несут ответственность за свои преступления. Человек, кто нанес такой ущерб городу, человек, который так изгадил Ростов, который разрешил построить вот эту вот махину, он должен отправиться, я не знаю, валить лес до конца своих дней и думать над своим поведением. Сейчас это все надо сносить. Это все нужно сносить, нужно приносить извинения. Можно поставить здесь какой-нибудь памятный знак, потом разбить здесь хороший парк. Ребята, очень грустно все это дело смотреть. Кстати, говорят, что в этом доме там есть часть квартир, а часть квартир сдаются посуточно. Это вообще то есть там какие-то маленькие квартиры, как гостиничные номера, которые там почасовая, посуточная это вот аренда, куда ходят за утехами. Не знаю, насколько это правда. Опять же, напишите в комментариях, если вы из Ростова. Что еще у нас есть в Ростове? Ростов, друзья, необычайно грязный город. То есть все дороги, несмотря на то, что сейчас нету снега, то есть все дороги, они покрыты такой вот грязью, прям все такое все вот отвратительное. У меня такое чувство, что они их даже не моют. Паш, ты видел, чтобы здесь как-то какие-то поливалки ездили, чтобы мыли дороги? Ну, вечером ездят, но мне кажется, это на 2 минуты. Да, ну, странно. Прямо очень грязные, прямо все улицы. Ну, не только дороги. Вот здесь стоит какая-то модненькая остановка, которая тоже грустная. Все в объявлениях, все засрано. Немножко печально. И обратите внимание опять на балконы. То есть они по всему городу, просто балконы зашили профлистом. Вне зависимости от архитектуры здания. Что вот здесь какая-то сталинка у нас, что здесь, что там вот дореволюционные дома. Везде балконы обшили профлистом. А вот остановка. А что это за пи***ц? Почему там провалы в решетке? Какое-то очень странное инженерное решение. Кто-то пи***ул решетку. Я не знаю, может, на металлолом дали или еще что-то, но выглядит очень опасно, потому что здесь ездят машины, и мне кажется, туда очень легко так колесом попасть. Непорядок. Тут какие-то, вот, видите, попадаются такие потрясающие ростовские дворы. Да, ну, сейчас закрыто. Но вообще, наверное, кто-то живет. Такие старые ростовские дворы, которых все меньше. Вот про балконы, видите, мы идем, и вообще вне зависимости от архитектуры зданий, везде вот эти одинаковые, обшитые просто белым профлистом балконы. Да, один изгадить еще не успели, но я думаю, скоро сделают. Еще одна реконструированная улица. У нас здесь новые фонари, плиточка, и сузили проезжую часть, чтобы нельзя было парковаться. Получилось относительно неплохо, не считая качества работы. И опять это грязь. Просто посмотрите, насколько грязная здесь дорога. Мусорные дворцы. Это такой домик, в котором живут мусорные баки. Все это называется чистый город. Ну, во-первых, город не очень-то и чистый. Во-вторых, хотелось бы уже завести компанию «Красивый город». Потому что, как можно догадаться, в центре города делать такие конструкции, я не понимаю. В то время как во всем цивилизованном мире мусорные баки, контейнеры давно уже подземные. Они не портят вид, нет всего вот этого вот мусора, который вокруг, не воняют. Но в Ростове идут
своим путем. К сожалению, не всем мусорным бакам в Ростове построили домики. Это только центральные баки удосужились такой чести. Им сделали дворцы из профлиста, а чуть-чуть отойти, и баки стоят просто на улице. И при этом видно, что не часто эти баки вывозят. Продолжается конкурс балконов, и я, как председатель жюри, хожу по Ростову и выбираю победителя. Похоже, у нас появился фаворит. Человек не просто себе сделал балкон, присоединил его, застеклил, он еще сделал роскошные окна в пол, и теперь думает, что он живет не на Солдатской Слободе в центре Ростова, а где-нибудь пентхаус на Манхэттене у него. И вот здесь идет трамвайчик. Они, кстати, обновили трамваи. А трамвай внутри украшены к Новому году. Игрушки. А в Ростове больше нечего снимать, да, кроме тряпок? А что у меня? Какой же красивый исторический город. Так. Сколько можно красиво. Так мы как раз в историческом городе. А вы снимаете тряпки, ну это же неинтересно. Да, действительно, тут когда-то было красиво. Сейчас еще есть красивые места, но, к сожалению, вот все эти домики, которыми вот женщина гордится, они исчезают. Ростов – город купеческий. Уже в 19 веке основой его экономики была торговля. Тут помогало положение Ростова на юге России и недалеко от моря. Здесь было удобно вести торговлю как с перцами и армянами, так и с греками и итальянцами. Торговые традиции в Ростове не забыли. Местный колхозный рынок до сих пор считается одним из самых богатых в России. Но для торговли ростовчанам рынок даже не нужен. Достаточно картонки на тротуаре. Вот он, блошиный рынок ростовский. С ума сойти. Сумки. Потрясающе. Что только не продают. Мне нравится просто ассортимент. Есть все куртки, и какая-то еще шпик соленый сразу. И телевизор. Здрасте. Здравствуйте. Как торговля у вас? Как торговля? Людей нет. А где все? Как все? Разорились. Разорились? Разогнали. А, разогнали? Да. Угу. Не, ну вы же там стоят вроде, что-то торгуют, Стоят, продают. там стоят, там разогнались. Поуходили. Как жизнь вообще? Ну, жизнь хороша. Нормально? 507 пенсии. Сколько? 9500 пенсии. 9500? Да. Чего так мало? А я откуда знаю? Повышают. Одной рукой дают, второй забирают. Фотографируйте меня. А я не боюсь. Сколько я уже 75 лет, а я... Да вы что, вам 75 лет? Слушайте, потрясающе выглядите. 50 рублей не цена, это символик. Это символик. Что, возьми еще что-нибудь. Возьму, мальчик. Слушайте, потрясающе. Да, такая улица, я, кстати, не думал, что такие сейчас бывают. Вот это вот очень милый Ростов. Некоторые почему-то считают, что это какой-то позор города, и не надо снимать, что такое, возмущаются. А мне, наоборот, кажется, это одна из таких вот изюминок Ростова. И, наоборот, такие явления, как такой вот стихийный рынок на одной из улиц, их надо сохранять. Не знаю, мне это очень нравится, потому что это искреннее, настоящее. Это всегда здесь было. И мне кажется, вот такие вот явления важно как-то легализовать, может сделать их более там цивилизованным, может помочь там людям создать какие-то нормальные места, чтобы могли торговать. Хотя вот это вот именно такая вот уличная торговля, когда она так локальная, я не вижу в ней ничего стыдного, ничего плохого. Это гораздо лучше, чем строить многоэтажки на берегу Дона. Блин, атлас автомобильных дорог СССР, меховые кепки. Убираем. Давайте быстрее. Равнить, она бы про меня такая пулька. Так, местные жители, похоже, недовольны этим культурным явлением, которое я похвалил. За 300 рублей я соберу. За 300. А у Дианы? Все. Что, прогнали вас? Прогоняют. Прогоняют? А кто? Вот хозяйка, во-первых. А во-вторых, еще нет. А, ну просто на другую сторону. Вон бабушка переходит, сейчас будет торговать на другой стороне. Слушай, здесь прямо такая вот удивительная жизнь. Так расскажите, кто кого дурит? Я не знаю. Люди так он говорят. А, я понял. Я думал, какие-то есть случаи. Стоишь и все слушаешь.
А, понятно. А сколько так вот вы зарабатываете? Вот стоите? Я нисколько, я первый раз вышла, я просто это попробовать. Понравится, приду на Новый год. Понятно. Ну ладно, хорошей вам торговли. У нас глава администрации недавно заявил, что вот с этим всем они поборолись. Да? А, глава администрации заявил, что все поборолись. Ну, они сказали, что это незаконно, и они с этим борются. Его губернатор на него наехал. Это как журналист, как могу сказать, что мы сами писали об этом постоянно. Из года в год. Они сказали, что с этим будут бороться. Сейчас даже петицию запустят на сайте. Типа, что всем этим людям могут предлагать бесплатные места где-либо. Не знаю, мне очень нравится, по-моему, колоритно. Я бы не боролся. В таких больших, богатых историй города, как Ростов-на-Дону, бывает интересно послушать рассказы местных жителей. Поэтому гулять по городу лучше с кем-нибудь из ростовчан. Здесь в Ростове очень много примеров, кстати, которыми такие горожане в большом количестве, можно сказать, восхищаются. Это чисто вот такие вот бутафорские строения, там, с колоннами и так далее. Вот под старину, в кавычках. Но людям нравится? Но людям нравится, да. Так, и хорошо, как с этим бороться? Как-то мэра можно вразумить, или это они уже... Ну, во-первых, чтобы была некая такая градостроительная комиссия, которая состоит из профессионалов. И каждый проект должен проходить вот такую вот независимую, скажем так, общественную профессиональную экспертизу. Только в этом случае, по крайней мере, проекты будут утверждаться именно профессионалами, которым можно, скажем так, доверять, вкусу которых можно доверять. Лучше подходить к таким вопросам вот именно, скажем так, по-честному, да, то есть честная архитектура в плане того, что, ну, мы уже понимаем, да, что мы не сможем там воссоздать это здание там, да, по облику, либо даже если мы его создадим, это будет бутафория. Понятно, да, не, ну вообще грустно. Нет, ну если, я же говорю, это очень грустно, да, но главное, что есть уже какие-то там начатки диалога в этом плане. Уж так-то от исторического центра и так не осталось уже практически ничего везде. Да. Вот, кстати, образец ремонтика. Вот. Теремок сделали. Ну как, это был псевдорусский стиль, но просто качество фасадных работ вызывает вопросы, потому что, ну, естественно, все закрашено таким оранжевым цветом. Они закрасили кирпич, да? Закрасили кирпич, и при мне стояли, ну как я наблюдал, стояли такие женщины-малярши с кисточками и с белой краской и выводили швы. То есть, по сути, они во многих местах здесь нарисованы. Ну, это видно, да. То есть они просто... Видишь, вот эти вот части, это видно, что сошлифовано, а некоторые части были выбоины, они просто их замазывали штукатуркой, дальше уже рисовали. Ну, это классический такой пример легкой реставрации, как во многих местах происходит. Посмотрите, друзья, как мило. Котик греется. Тут пар, реально тепло. Котик, ну не бойся, оставайся здесь, оставайся. Но проблема в том, что котик весь мокрый. Если он отсюда убежит, он теперь замерзнет. Котик попал в такой замкнутый круг. То есть у него здесь такой, как хамам, ему очень хорошо. Но если он оттуда уйдет, он замерзнет. Какая грустная история. Ты знаешь, мы ходили и обшиты все, вот, ну ты видишь, все балконы вот этим вот профлистом. Это что случилось? Это все политика того, что когда делают капремонт вот с 15 года, с 14 то есть там все унифицированные у них материалы. А то есть этот капремонт, они просто берут и херачат? Да, то есть идет, ну раньше, я же говорю, была волна какая, то есть все здания без разбора. Было оштукатурено, не было исторически. То есть на каждое здание наносилась штукатурка типа караир. Наверное, там читал. Да. Вот, это вообще полный пиздец. Или вот смотри, такая тема. То есть они налагали какую-то хрень с проволокой, не знаю. То есть и вот она отпечаталась, создавался такой декор. То есть такая декоративная штукатурочка. Какой кошмар. Это вот первые жертвы, это с 14 года. Ну, сейчас и есть. Оно было кирпичное, это был кирпичный. Они были кирпичные. Во-первых, они все убили штукатурку своим капремонтом. Во-вторых, они взяли эти балконы, которые были такие вот пузатенькие. Нет, на самом деле вот пузатые они оставили, у них ума хватило. А вот там, где они не сохранились, решетки, ну, скорее всего, здесь было просто обычные советские решетки вот такого плана. Вот такого плана. То есть они их уже обшивают, чтобы было это все более-менее унифицировано. Мы против чего и выступали тогда, что говорим, вы, ребята, применяйте абсолютно одинаковые технологии для здания любого исторического периода. Это под снос, да, плюс без разбора, да. Значит, вот здесь два здания были под снос,
Одно уже в этом снесли в этом месяце. Вот на этот пока еще нет денег, вот оно пока в таком состоянии. Ну, как только деньги появятся, они и его снесут, да? Ну, скажем так, каждое здание, оно в планах, да. То есть, скорее, возможно, это здание на следующем. Да. Так вот, Ростов и теряет свое историческое наследие. Проблема в том, что у нас практически всегда мэрии относятся к исторической застройке как к некому коммерческому проекту. То есть, если они не видят какой-то прямой выгоды здесь и сейчас, они берут все это дело или сносят, или самый распространенный вариант – это довести здание до аварийного состояния, то есть не вкладываться в капремонт, ничего не делать там десятилетиями, довести все это до аварийного состояния и дождаться, когда оно, например, идеально само сгорит или начнет рушиться, или потом признать его уже аварийным, выселить оттуда жителей и под этим предлогом это здание снести. Любые реконструкции, любые ремонты, они происходят только если удается заработать бабла. Ну, как удается, да? Вот у вас есть здание, в которое нужно вкладываться, чтобы его привести в порядок, и, естественно, никакой частный инвестор просто так вкладываться не будет. Поэтому ему разрешают, например, его надстроить, перестроить, а то и снести, и на этом участке построить какой-нибудь новый дом. Это приводит к уничтожению исторического наследия, и постепенно в наших городах уже ничего не остается. Теряется среда, да, потому что все вот эти вот дома по отдельности, они, может, не являются памятниками архитектуры. И по мнению мэрии ценности никакой не представляют, поэтому можно взять это и снести, потому что, ну, этот же дом не памятник, а памятники мы оставим. Но проблема в том, что те памятники, которые они оставляют, они теряют свою ценность вне среды. Что Ростов, что Краснодар, что многие другие города, которые еще несколько там десятилетий назад могли похвастаться тем, что очень богатая историческая застройка, сегодня все хуже и хуже. Ну и судя по подходу вот мэрии Ростова, ничего хорошего не будет, потому что если относиться к исторической среде как к коммерческому мероприятию, то рано или поздно ничего не останется. Не умеют нас ценить архитектуру. Слушай, ну вот это вот здание, они что, они тоже ждут, когда оно развалится? Это ОКМ, естественно, то есть они его снести по закону не могут. То есть они просто его довели до такого состояния и ждут, когда оно развалится, чтобы можно было... Естественно, ну как бы... Да. Чтобы можно было построить какой-нибудь жилой комплекс. Вот что, мне всегда возникает вопрос, вот как бы к властям, неважно, там ростовским, не ростовским, вот пошла куча таких вот примеров. То есть, почему нельзя там делать, да, вот какую-то там службу, которая именно занимается продвижением таких зданий? Ну, там, сдавайте, придумывайте какие-то проекты, там, дом за рубль, там, дом за 5 рублей. Ну, там, ну, просто занимайтесь. У вас под, как бы, такая вот историческая классная тема. Вот это я называю вообще, как бы, дом, и вот эта часть, такой открыточный вид. Меня всегда удивляет, да, какие-нибудь там, не знаю, парады, память, вот это вот все. Они там вкладывают какие-то миллионы, там у нас победа, у нас там то, у нас все, вот это, конечно, что-нибудь какой-нибудь устроить праздник, провести парад, открыть миллион храмов, какие-нибудь каждый год новые мемориалы, это все. А вот история, которая подлинная, ценная, вот она здесь и сейчас стоит, до нее как бы дела никому нету, она вот стоит и разрушается. Ну, как раз таки вот, да, вот этот пример, где мы начали, Станиславского, то же самое. То есть можно одним парадом пожертвовать, но вложить эти деньги, потраченные на парад, на консервацию. Здесь была интересная надпись, вот над Донской, вот на вот этой части была надпись немецкая времен войны, по-немецки слово улица Донская. Там смысл в чем? При оккупации немцы маркировали вот углы зданий, писали своей транскрипцией название улиц по дореволюционным картам царских времен. Например, социалистическая у нас улица, да, при коммунистах, а дореволюционная была Никольская. То есть они писали на здании Никольская по-русски и Никольская по-немецки. То есть вот здесь как раз таки была такая сохранившаяся надпись Донская. Ну вот типичный пример капремонт. Вот мы прошли это здание, да? Да, это правильно, это капремонт. Вот как капремонт может убить здание. Что они делают? Они берут, во-первых, штукатурят, убивая просто оригинальную подлинную фактуру стен. Здания вот были, например, кирпичные. Такой кирпич очень благородно смотрится. Вот здесь вот хорошо видно еще вот не закрашенный наверху. Он со временем темнеет, становится такого, как дерево, да, такой вот благородным цветом. И кирпич очень красиво стареет. Они все это меняют на штукатурку. Штукатурка, в отличие от кирпича, стареть не умеет. Она со временем, наоборот, выглядит неряшливо, неаккуратно, появляются какие-то потеки. Кирпич очень благородный и красиво умеет стареть. Они меняют окна все на пластиковые, то есть везде вместо деревянных окон вот этот вот убогий пластиковый стеклопакет, но самый это балконы. Потому что оригинально вот эти вот ажурные легкие конструкции, они обшивают просто самым дешевым этим профлистом, как помойные баки. Вот мы видели в центре, они делали помойки, то же самое они делают с этими балконами. В итоге здание, которое раньше было историческое, такое теплое, интересное, с историей, которым было приятно прикоснуться, можно было любоваться, это здание можно было любить, оно превращается в такую вот безделушку, и даже непонятно вообще, новодел, историческое здание. Ничего не осталось, ничего не осталось. Вот такой пи***ц. Город в пыли. То есть через какое-то время
все вот эти поры начинают забиваться, и, естественно, смотрится это потом более неряшливо, чем даже было. Потому что мы сколько раз объясняли рациональность кирпичной кладки, да? То есть там 100 лет ни грязь, ничего к нему не пристают. Один раз помыл за 50 лет и будет дальше стоять. Тут еще проблема, мы очень большую такую проблему обнаружили именно при коммуникации с жильцами, потому что многие жильцы, когда даже мы настаивали, да, там, на том, что дом реально, то есть можно просто там помыть или там почистить кирпичную кладку, они это уже не считали за ремонт. А как это так? А вы что, не будете нам тут штукатурить? А что это за ремонт? Не нужно нам такое. Нам нужно, давайте нам ремонт. Вон у соседей, там у бабы Клавы там сделали. Это, у соседей. А почему? А чем мы обделены? Вот так мы очень много зданий потеряли, а потому что у нас по закону решают именно жильцы. Жильцы здания, это как выглядит здание. Ну, то есть, получается, да, там, ну, мы тоже писали, это абсурд. То есть не архитекторы, не профи, да, решают, а именно как баба Маня там с первого этажа решила, так и будет выглядеть историческое здание. Мы сейчас как раз таки подходим к зданию Старообрядческой церкви. Вот она. И дальше идет дом Панина. Ну, это комплекс домов. Был у нас купец, его называли Гвоздильный король, он свой гвоздильный завод держал, ну, по югу России, там один из самых крупных. Там проволоку, гвозди производил, он был старообрядец. Вот для общины построил церковь и вот дальше дом причта для священников. Что интересно именно в этом плане, в архитектуре, это, пожалуй, единственное культовое сооружение, где в таком масштабе сохранились все подлинные архитектурные детали, абсолютно. Колонны, обрати внимание, двери, окна, все родное, окна, рамы, никто ничего, никакой пластик не менял. Решетки, вот этот вот забор старинный полностью, вот, то есть он есть на открытках, вот все точно так и выглядело. То есть в этом плане как бы ему, конечно, очень сильно повезло. Слушайте, да. Плюс понимание, как можно, как нельзя. И вот здесь вот тоже я делал, вот видишь, 37 и улица Контынская, это раньше так называлось. То есть мы решили сделать каким образом, ну, то, как было это именно до революции, и именно вот эти вот номерки полностью реконструированы по старым дореволюционным образцам. То есть по цвету, типа размера и шрифты. То есть полностью воссоздано, как это было. Когда в свое время тоже делался ремонт, мы очистили вывеску. Ренсковый погреб старинный. Бакалея продавалась и вина на розлив. Слушай, ну надо бы ее как-нибудь подреставрировать. Мы будем реставрировать. Ну как, она выгорела на солнце. Здесь шли надписи еще. Вот, обратите внимание, 2 года назад тут прям была хорошая такая читабельность. И вот это дальше идет, кстати, там дальше идут буквы. Кто-то сделал пристроечку, я думаю, самовольно. То есть дальше идет по всей полосе идет буквы. Здесь еще в 10-х годах полностью была историческая застройка. То есть на моей памяти эти дома были. Вот сейчас уже весь полквартала уже в таком виде. Вон дверь хорошая. Видишь, такой модерн. Здесь как раз из оригинального только двери осталось. Да, это все а вот капремонт. А мы тем временем идем смотреть самую красивую дверь Ростова в доме, который, возможно, скоро снесут. Вот это, да? Да. А вот, собственно, и дверь. Да, Роману высылал, в принципе, у нас даже смета по ней была, с восстановлением всего, там, ручку по аналогу хотели восстановить. Здесь еще, обратите внимание, инициалы владельца. Офигеть. Яков С. Доходный дом. Так. Ну, вообще, тема крутая, и она, в принципе, даже вот с вот этим кракелем, ну, вот, да, как бы она по-своему даже, более даже живописная. Но сейчас ее просто выкинут и все. Нет, ее не выкинут. Она достаточно в таком в общественном поле, в городском, и поэтому за ней все следят. И сколько стоит эту дверь восстановить? Мы считали, что это порядка 170, что ли, тысяч. Это легендарный ростовский кот. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда, котик, иди сюда, как твои дела? Это такой роскошный кот. Вот еще одна достопримечательность Ростова, которая исчезает, это ростовские дворы, такие с галереями, с такими вот деревянными крыльцами, с лестницей, со всем остальным. К сожалению, их становится все меньше и меньше, хотя это могла быть одна из изюминок города, если все это сохраняли, если бы думали, как это использовать, чтобы здесь как-то развивался бизнес, были какие-то мини-отели, там, кафе, еще что-то, да, то есть это все можно сейчас реновировать
реновировать, включать там в городскую среду, приспосабливать под современные сервисы, функции. Вот. Но, к сожалению, местным властям это проще все запустить, признать аварийным, снести и построить здесь очередную безликую многоэтажку. Вот. А пока еще в некоторых редких дворах живут котики, живут еще старые жители. И здесь, конечно, невероятно душевно. Вот это вот настоящий Ростов, который можно любить. Любить многоэтажечку нельзя. О, вот видишь то, что здесь появляется. Так, что здесь? Офигеть. Ну, тоже, да, колодец, там галерея, все родное, двери. Как бы такой живописный дворик. Офигеть. Это вот настоящие такие ростовские дворы, да? Да. Спешите видеть, пока это еще осталось. Один из немногих хорошо сохранившихся подъездов в Ростове. Здесь можно просто посмотреть, насколько тут красивые вообще вот все детали. Да? Там плитка на полу, перила, лестница сама, двери, окна, какая-то лепнина, карниз. Вот все, что здесь есть, очень все хорошо сохранилось. Обратите внимание, что сейчас так не делают. Даже если мы какие-то там дорогие дома, вот, которые сейчас новые строят, не говоря уже о этих каких-то бездушных там муравейничках. Высота входной двери, наверное, сколько? Метра 3, если не 3,5. Вот этот вот подъезд, да, вот уровень деталировки, проработка, насколько здесь все как сделано. И сравните, ну, этому дому более 100 лет. И сравните с тем, что делают сейчас в современном жилье, как относятся. Как раз вот к слову о том, что мы можем сегодня предложить, выходим из этого прекрасного подъезда и видим домик для мусорных баков из профлиста. Ничего, кроме профлиста, сегодня сделать не могут. Ни эстетики, ни красоты, ни хрена. Только гадить, срать и уничтожать то, что было. Какой-то пиздец беспросветный. А вот классный дореволюционный люк, такой выпуклый, такой красивый, вот основательный. Люки — это тоже детали города. И исторические люки — это тоже важные исторические детали, которые тоже нужно сохранять. Но куда там? Люк здесь не благодаря, а вопреки. Просто до него еще не дошли руки, его еще не заметили. Да, чугунные Две колонны с клеймами. Это завод братьев Мартин, ну это в транскрипции дореволюционной, вообще Мартин. То есть он был американец. Или англичанин? Англичанин? Но он, по-моему, представлял североамериканские штаты, да, в Ростове, консульство было. Вот как бы был чугунолитейщик. Причем эта колонна не отсюда, это не родные колонны. По каким-то сведениям таким бытует мнение, что какой-то прораб, который еще в 80-е что-то там сносил, вот их с какого-то здания привез сюда и поставил подпереть как бы свою тему. Какая-то такая легенда, потому что они явно не отсюда. Ну вот закончилось еще одно здание в центре Ростова. Понятно, что его уже не спасут. Это соседнее. Скоро их снесут, и на этом месте появится какая-нибудь очередная многоэтажка, жилье и еще что-то. Я много раз вообще про эту проблему говорил, что все это дело запускается, сносится, перестраивается, и Ростов особенно жалко. Да, такое есть много где в России. Ростов особенно жалко, потому что Ростов, он действительно мог бы быть одним из самых интересных, одним из самых красивых городов, если бы все это дело сохраняли. И, возможно, ростовчанам кажется, что у нас этих зданий так много. Они вот говорят, мы на 3-м месте в России по количеству исторических зданий, что у нас целые улицы, такие целый квартал. Но подумаешь, одно снесли, вон там здание уже тоже сейчас его снесут, вот там сносят. Подумаешь, одно, другое и так далее. Друзья, вы сами не заметите, как ничего не останется. Вам кажется, что запас прочности большой, что это все надолго. Нет. Вы сами не заметите, как ничего не останется, когда вы выйдете на улицу, и вы не увидите ничего, кроме этих бездушных коробок. Не будет у вас ничего, кроме рекламы, этих лент фасадов, этих многоэтажек, бесконечных пробок, машин, грязи, пыли, шума. Не будет того душевного Ростова с зелеными улицами, с тенистыми, с деревьями, с тихими, с красивыми зданиями, рядом с которыми приятно ходить. Вот рядом с таким зданием было приятно ходить, потому что ты с ним контактировал, ты рассматривал детали, ты с этим зданием общался, оно могло тебе что-то рассказать, потому что вся красота вот в этих деталях, именно в подлинных деталях. Ты понимаешь, что это не просто какая-то решетка с рынка строительного, а что эти решетки там более 100 лет, что эта решетка там повидала много, что она пережила там много поколений. У тебя глаз радуется. Эту решетку можно любить. Эти вот карнизики, эти окошки, эти петельки, эти двери старые, вот их можно полюбить. Полюбить вот этот вот из профлиста убогий балкон нельзя. Металлическую глухую дверь полюбить нельзя. Остановитесь, говорил, по-моему, в Ростове
один известный некогда политик. Единственная умная вещь, которую он сказал: остановитесь. Я не могу поверить, Кир. Это пиздец. Друзья, у меня действительно нету слов. Вот что строят на месте снесенных исторических зданий? Какой-то кирпичный мост. Я сначала думал, это какая-то шутка. Какие-то галереи, какие-то лестницы, какой-то просто термитник. Полнейший пиздец. Мне кажется, просто проходил конкурс, что можно самое убогое, самое дешевое построить на этом участке, чтобы срубить просто максимально самое дешевое, самое убогое жилье, чтобы вот он только не рухнул и сдать. На первом этаже какие-то гаражи, потом какие-то галереи, эти кирпичные, ржавые лестницы, там что-то застеклили уже. Это центр Ростова. Слушай, у меня в голове не укладывается. Вот как это можно было построить? Кто это согласовал? Вот только посмотрите, это какой-то полнейший пиздец. Показательный пример, как некоторые ростовчане относятся к своему городу, насколько они его ненавидят. Была красивая историческая дверь, какие-то г***ны взяли и закрыли ее своим сраным баннером. Просто испоганив город. А в комментах будут писать, что я специально ищу всякие грязь и как плохо я отношусь к Ростову. Вот плохо относятся вот эти вот люди и плохо относятся те, кто позволяет им это делать. Ростов известен своими криминальными традициями. Недаром в преступном мире его называют Ростов-папа. Я даже включил Ростов в свой список самых опасных городов России, а значит, приезжим гулять по нему в темноте будет немножко небезопасно. Но ночной Ростов слишком приятен, чтобы лишить себя такой прогулки. В общем, друзья, мы пошли здесь погулять по ночному Ростову. Я обнаружил, что по какой-то непонятной для меня причине здесь выдают права людям с интеллектом, как у Карпа в Ашане. Какие-то странные люди почему-то на светофорах, на своих старых бэушных дешевых мерседесах прокручивают колеса. По-моему, это идиот какой-то. Вот здесь какой-то местный прикол. Дети вообще мелкие собирают, почему-то попрошайничают, собирают деньги, подходят к людям, к машинам, просят 20 рублей, еще что-то. Видите? Видите, вот вообще мальчик маленький. Вот еще один бежит. И они ходят по машинам, собирают деньги, уже ночь. Это непонятно. Ну, даже кто-то что-то даст, наверное. Это очень странно выглядит. Я такого не видел в других городах. Попросили 20 рублей. Убежали. Слушай, ночной Ростов, конечно, удивительный. Андерсон Хильченко. Андерсон Хильченко? Именно так. Шикарно. Да, мне нравится мое имя, я артист. В малых и больших театрах? Очень рад вас видеть в Ростове, потому что я смотрю, что вы не первый раз делаете визит в Ростов-на-Дону. И после просмотра летнего визита, да, нет, да. осеннего визита, да. Я увидел изюминку в Ростове-на-Дону именно вашими глазами. Архитектура, балкон на Большой Садовой. Балкон шикарный, там, ой, я в него так влюбился. Друзья, это был Ростов-на-Дону. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик и подписаться, если до сих пор не подписаны. Ростов – невероятный город, потрясающий. Обязательно сюда прилетайте, пока есть еще на что посмотреть, потому что такими темпами, как мэрия Ростова уничтожает город, уже скоро ничего не останется. Как говорится, спешите видеть. Всем пока!